Первые тревожные сообщения поступили от океанографических экспедиций, исследовавших шельф Аляски. Несколько миссий зафиксировали аномалии в работе оборудования. Подводные дроны, запущенные для картирования морского дна, неожиданно теряли связь на глубине примерно 1 мили, около 1,60 метров. При этом метеорологические службы и геофизические станции не регистрировали каких-либо значительных погодных или магнитных возмущений, которые могли бы объяснить сбои. Операторы отмечали, что прежде чем связь обрывалась, изображение и телеметрия странным образом искажались, экран покрывало рассеивающееся свечение, показания датчиков начинали скакать, а затем тишина. Такие случаи повторялись на разных платформах и в разное время суток, что исключало ошибку одного оператора или одноразовый дефект оборудования. Местные рыбаки и жители юго-восточной Аляски из поколения в поколение избегали одного участка моря, прозванного в народе «воронкой». Описания варьировались, но их объединяла одна особенность. Там всегда ощущалось странное волнение воды даже при полном штиле, и компасы вели себя непредсказуемо, стрелки плясали, а электроника путалась. Старожилы говорили, что на участке отсутствует привычная морская фауна. Ни китов, ни тюленей, ни стаи рыб. Многие связывали это с некой плохой зоной, куда судьба не любит заводить лодки. Такие рассказы долгое время считались фольклором, пока накопившиеся наблюдения не стали превращаться в регулярные сигналы с научных приборов. Истории местных жителей содержали детали, которые трудно было объяснить простой паникой. Рыбаки упоминали внезапные изменения течения, странные оптические эффекты, будто плотный туман под водой и иллюзии на поверхности, а также случаи, когда электронные приборы начинали показывать противоречивые координаты. Один из наиболее известных рассказов принадлежал Харви Киллину, пожилому рыболову, который утверждал, что однажды ночью он оказался слишком близко к этой зоне. По его словам, небо будто бы потемнело, звезды исчезли, и он слышал низкий гул, похожий на далекий двигатель. Наутро он оказался на берегу и не помнил, что происходило ночью. Его лодка больше не вернулась. Подобных историй было несколько, и их сходство настораживало. Люди видели во сне повторяющиеся образы подводных залов, темные силуэты и светящиеся глаза, а некоторые испытывали острую дезориентацию, возвращаясь в безопасные воды. Когда появились спутниковые снимки и гидролокационные данные с более высоким разрешением, они показали нечто необычное. На глубине около 1 мили фиксировалась структура правильной геометрии, очертания, не характерные для типичных геологических образований. Это возродило интерес как у специалистов, так и у любопытных. Одни предполагали, что это может быть естественная форма, возникшая под действием редких гидрологических процессов. Другие, что речь идет о рукотворном объекте, забытой или утраченной конструкции. Для местных же воронка вновь обрела облик реальной и опасной тайны, за которой стояли реальные происшествия и потери. Частный фонд из Сиэтла, получивший доступ к предварительным данным, собрал команду и профинансировал экспедицию опытных специалистов. В состав вошли 3 профессиональных глубоководных водолаза с опытом работы с барокамерами и подводной робототехникой, инженер по подводным системам, специалист по древним культурам и археологии, а также оператор дистанционного катера и команда техников на судне-носителе. Для обеспечения безопасности к миссии привлекли вспомогательное судно с мощными генераторами и системами аварийной связи, а также комплект резервного оборудования и автономных буйков для экстренной навигации. Особое внимание уделили подготовке аппаратуры к сильным электромагнитным помехам и к давлению, характерному для глубин свыше 1000 метров. Первые погружения проходили при спокойном море, но уже на подступах к зоне экипаж заметил необычное поведение оборудования.
Датчики биологической активности показывали нулевые значения, а навигационные приборы иногда давали расхождение координат. На глубине порядка 1 мили приборы начали давать скачки давления и температуры, хотя внешне ничего такого не наблюдалось. Эти странные совпадения подтвердили: с аномалией придется иметь дело всерьез. И команда решила продолжать, руководствуясь принципом «безопасность прежде всего», но оставляя за собой право на смелые решения при наличии явных научных преимуществ. Во время сканирования района подводная камера зафиксировала необычное образование. Резкий угол и четкая арка, явно отличающиеся от типичных тектонических форм. Натуральные образования редко дают идеальные прямые углы, особенно на таких глубинах под огромным давлением. Камера показала арку, покрытую водорослями и известковыми отложениями, но сохраняющую строгую геометрию, вероятный вход в подводную пещеру или сооружение. Внешняя оболочка выглядела древней, с налетом, который мог образовываться столетиями, однако форма оставалась четкой и преднамеренной. Команда колебалась. С одной стороны, оборудование вело себя нестабильно, и сигнал мог пропасть в любой момент. С другой, шанс обнаружить нечто уникальное был слишком соблазнителен. Было принято решение отправить внутрь дрон с усиленным освещением и улучшенной системой связи, а на поверхность оставить резервные буи для контроля связи и подъема в экстренных случаях. Дрон передал подробные изображения. По стенам шли причудливые узоры, сочетающие волнистые линии и резкие пересечения. Такие формы скорее напоминали знаки и орнаменты, чем естественное образование. В кадре мелькнуло что-то темное и быстрое в углу. Сначала это списали на оптический артефакт, но затем дрон стал терять сигнал, а последний кадр показал слабое биолюминесцентное свечение, исходящее из глубины туннеля. Приняв все меры предосторожности, водолазы решили приготовиться к непосредственному входу. Они оснастили себя специальными баллонами и резервными системами, а также средствами для взятия проб воздуха и материалов без подъема на поверхность. Решение пошло от уважения к науке и любопытству. Они понимали, что стоящее внутри может изменить представление об истории региона и о природе глубоководных образований. Внутри пещеры царила гнетущая тишина. Звук дыхания водолазов, шум приборов и едва различимое постукивание ходов — все эти звуки казались чуждыми в этом пространстве. На стене был обнаружен крупный символ в форме глаза, окруженный концентрическими линиями и штрихами. Его размер поражал — несколько метров в ширину, исполнен с очевидной симметрией и аккуратностью. При прикосновении к символу стена отозвалась вибрацией, передаваемой даже через перчатки. Ощущение, будто бы поверхность жила и реагировала на контакт. Это не походило ни на осадочные структуры, ни на обычную породу, подвергшуюся эрозии. Внезапно часть стены, ранее выглядевшая как цельный монолит, приоткрылась с тихим щелчком, обнажив узкий проход, ведущий дальше внутрь. Возникло ощущение, что пещера была чем-то запрограммирована. Скрытые механизмы реагировали на действия извне. Узкие галереи имели гладкие стенки с легким металлическим отблеском, но при прикосновении ощущались как камень. Странное сочетание свойств, не характерное для известных материалов. Символы на стенах шли змейкой вдоль туннеля. Некоторые напоминали древние письмена, другие были абстрактны и непонятны. По мере продвижения внутрь температура стала заметно повышаться, а воздух — плотнее и суше. Это удивило команду. Под толщей воды они обнаружили сухое пространство с пригодным для дыхания воздухом. Стены вибрировали на частоте, которую человеческое ухо практически не слышало, но тело чувствовало как легкое покалывание в грудной клетке. Вдалеке, за поворотом, мерцал пульсирующий свет, словно кто-то поддерживал здесь постоянный источник энергии. Все это вызывало вопросы. Является ли пещера продуктом геологии, биологии, технологии
или их сочетанием. Стены галерей были испещрены знаками, выполненными с различной техникой. Некоторые линии были тщательно вырезаны резцом, другие — выжжены или вытравлены, создавая глубокие борозды. Археолог, сопровождавший экспедицию, фиксировал каждую деталь, но даже ему было трудно отнести символы к какой-то одной культуре. Встречались элементы, напоминающие шумерскую клинопись. Рядом — геометрические круги и треугольники, а также узоры, отсылающие к кельтским или тибетским орнаментам. Такое смешение мотивов указывало либо на крайне длительный период использования объекта разными культурами, либо на какую-то универсальную систему символики, понятную представителям далеких цивилизаций. Особенно поразила большая фреска. На ней были изображены фигуры в длинных одеяниях, склоняющиеся перед огромной сферой, подвешенной над платформой. У основания этой композиции находился символ, созвучный мифам народа Хаида, коренного населения региона, что вызвало у команды настоящую интригу. Как символы коренных преданий могли оказаться здесь, под толщей воды и очень далекого от побережья участка? Это заставило предположить наличие контактов или передач знаний, которые сегодня утрачены. Некоторые фрагменты фресок выглядели так, будто были созданы в разное время. Новые слои резьбы накладывались на старые, что давало представление о длительном и многослойном использовании пространства. Эти находки породили у ученых чувство смятения и восхищения одновременно. Символы могли быть частью ритуала, протокола связи или интерфейса управления чем-то большим. Археолог отмечал, что форма и стиль некоторых знаков не вписываются в известные хронологии, а их сочетание указывает на либо масштабные миграции и обмены знаний в древности, либо на единую технологическую традицию, распространенную по всему миру и позднее утраченную. Главный зал пещеры поразил всю команду. Приборы фиксировали резкие перепады давления, показания стремительно прыгали, но при этом никто не ощущал болевых или физиологических проблем. Маски сняли и обнаружили сухой, прохладный и насыщенный кислородом воздух, не похожий на влажные и застоявшиеся воздушные массы пещер. Камера передавала звук впервые за всю экспедицию. В пещере слышались шаги и эхо. Явления, казалось бы, несовместимые с наличием над головой толщ воды в несколько тысяч футов. Этот факт ломал привычные представления о физике и требовал объяснения, как может существовать воздушный объем, удержанный под таким давлением. Осмотр свода зала показал полусферу, усыпную кристаллами, встроенными в купол. Кристаллы излучали мягкий бело-голубой свет, который не напоминал привычное электрическое освещение. Свечение походило на биолюминесценцию или иное до конца неизвестное энергетическое эмиссионное явление. Кристаллы реагировали на движение, меняя интенсивность и даже частотный состав света. В центре зала находился круглый постамент, покрытый металлическими прожилками, похожими на нейронную сеть. При контакте с ним он изменялся, и верхняя часть постамента приоткрылась, выявив внутреннее устройство. Внутри обнаружили сферу, похожую на кварц, но с внутренним свечением и текстурой живого организма. Она выделяла слабые импульсы, которые можно было зафиксировать приборами как регулярные биопульсации. Это натолкнуло команду на мысль: перед ними не просто археологическая находка, а, возможно, артефакт с функцией управления или даже сохранившаяся форма активности, машина, связанная с поддержанием атмосферы внутри комплекса. Вопрос, кто и зачем создал это, становился все более острым. Следы указывали на множество возможностей, от древних технологических культур до иных, пока непонятных источников. Пол зала был усеян огромными углублениями, которые напоминали отпечатки подошв невозможных размеров. Длина каждого составляла порядка метра, около 3 футов, и более, с 5 вытянутыми пальцами,
и глубокими вмятинами, что позволяло оценить массу существа, оставившего такие следы, в 1,5 тонны и выше. Эти отпечатки врезались в поверхность так, будто материал пола в момент контакта обладал пластичностью, а затем отвердел. Форма и расположение пальцев не соответствовали ни одному известному классу животных или вымерших форм. Это были отпечатки иной, не корнящейся структуры. Когда один из водолазов попытался залить форму гипсом для дальнейшего изучения, реакция материала оказалась неожиданной. Смесь бурлила и выделяла дым. И химический анализ Лейтер на поверхности показал необычный состав основания, реагирующий с обычными компонентами. Это говорило о том, что геология зала включает вещества или структуры неизвестной современной химии, возможно, содержащие сложные минералы или соединения, чье взаимодействие с органическим веществом и реагентами еще не изучено. Гравировки вдоль тропы изображали существ, соответствовавших следам. Головастые тела, удлиненные конечности, огромные глаза и отсутствие рта. Композиции создавали впечатление доминирования этих существ в экосистеме пещеры. Такие находки заставляли задуматься о возрасте объекта и об эволюционных процессах. Были ли эти существа локальными обитателями, адаптировавшимися к уникальным условиям, или результатом сознательного культива или генетического эксперимента неизвестного происхождения? Символы и иконография указывали на то, что фигурирующие существа имели культовое значение или статус хозяев, пространства, что, в свою очередь, намекало на сложную социальную или религиозную структуру, когда-то существовавшую здесь. В нише между стенами нашли механический объект, по внешнему виду напоминавший цилиндр, покрытый тонкими пластинами и множеством проводящих нитей. На первый взгляд он выглядел как реликт сроков, но детали конструкции, тончайшие пластины, узоры проводимости и места соединений говорили о сложной технологии, несоотносимой с известными древними инструментами. В одном месте к устройству была прикреплена решетка с символом, тот же знак, что встречался и на фреске, и на стенах. Это позволило связать артефакт с общей системой символики в пещере. Открытие технологии привело к выводу, что перед командой наследие цивилизации или организма, владевшей возможностями управления средой на глубине, недоступной современным технологиям. Включение артефакта активировало ряд физических проявлений: магнитные колебания, акустические пульсации и изменения параметров локального поля, что привлекло внимание не только ученых, но и тех структур, которые следили за этими сигналами извне. С момента активации устройства пещера изменила свое поведение. В пространстве возник тихий, низкочастотный звук, напоминающий монотонный ритм. Он не был громким, скорее являлся фоновым пульсированием, но его присутствие ощущалось на приборах и в теле людей, как некий ритм, задающий пульс всей конструкции. Датчики отмечали также магнитные флуктуации и изменения в параметрах эхолокации. Внутри структуры зафиксировались движения, ранее неподвижные камеры начали незначительно изменять форму, а отдельные блоки — вибрировать. Чем дольше работали приборы, тем чаще происходили сбои в связи с поверхностью. Радиосигналы прерывались, навигационные данные становились неполными, а после нескольких попыток связи связь прервалась вовсе. Такое поведение указывало на то, что активация устройства либо создает помехи в окружающем пространстве, либо включает механизм, способный манипулировать полями и материалами внешней среды. Эхолокация показала медленное, тяжелое движение, идущее из глубины одного из нижних залов, ощущение присутствия чего-то крупного и массивного, приближающегося. Эти проявления вызвали у команды смесь волнения и тревоги. С одной стороны, подтверждалось, что найденный объект действительно активен и может быть источником значимых научных открытий. С другой,
возникал риск дальнейшей активации невиданной силы с непредсказуемыми последствиями. Стоящие перед командой дилеммы останавливались не всегда этическими рассуждениями, а также необходимостью гарантий безопасности для людей и окружающей среды. Как только первые материалы экспедиции стали доступны научному сообществу в ограниченном виде, появилось множество гипотез и интерпретаций. Одни ученые увидели в наборах символов отголоски культур, населявших северные территории тысячи лет назад, условно называемых Денали, предполагая, что эти культуры могли обладать более сложной технологией или мистической практикой, чем принято думать. Однако у этой гипотезы была проблема. Археологические следы Денали скудны и не дают явных письменных свидетельств о подобных сооружениях. Другие исследователи отметили параллели с символикой цивилизаций Центральной Америки, что вызвало предположение о древних трансокеанских контактах или глобальной протокультуре, разделенной между материками. Некоторые специалисты по мегалитам усмотрели сходство с Йонагуни, спорной подводной структурой у берегов Японии, и задумались о возможности наличия технологий, позволяющих человеческим сообществам возводить сложные сооружения в глубинах океана задолго до официально признанных историй. Появлялись и более экзотические теории, от вмешательства внеземных цивилизаций до существования параллельных биосфер с иной эволюцией. Народные предания инуитов и хаида также сыграли роль. В легендах встречались упоминания о железных вратах в море и духах-гигантах, охранявших определенные участки. Некоторые ученые не отвергали идею, что мифы могут хранить метафорические описания реальных событий далекого прошлого, зашифрованные в образных нарративах. Однако все гипотезы оставались предварительными. Необходимых доказательств и материалов для однозначного вывода не хватало, а вмешательство внешних сил и изъятие части найденных артефактов только усложнили картину. Через некоторое время после активации устройства в район экспедиции подошли корабли береговой охраны и другие официальные суда. Представителям экспедиции было объявлено о приостановке работ. Все материалы изъяли, район объявили зоной ограниченного доступа с формулировкой «Угроза национальной безопасности». Официальные лица ссылались на зафиксированные необычные тектонические колебания и необходимость срочной оценки возможных рисков для судоходства и прибрежных зон. Были установлены блокпосты и контроль над информационными потоками. С другой стороны, официальные действия могли быть вызваны реальной необходимостью. Аккуратно оценить воздействие найденной технологии на геофизику региона и на безопасность судоходства. Закрытие района и изъятие материалов предоставили государственным структурам время для проведения собственных исследований и экспертиз. Однако для общественности и многих участников экспедиции такой подход выглядел как попытка скрыть информацию, что подпитывало конспирологические версии и делало ситуацию еще более напряженной.